Привет, с вами Алена, а в гостях у нас девушка, у которой случились проблемки на 3 пальчиках, и все это происходило под ее покрытием. По словам клиентки, карман на 3 ногтях образовался достаточно давно. Она самостоятельно старалась и пыталась вычищать грязь оттуда сама. Периодически карманы становились то больше, то меньше, но и в итоге сейчас мы наблюдаем вот такую зелененькую картину. Конечно же, без зачистки и покрывая ногти такой вопрос не решишь. Но каждый раз были какие-то отговорки из серии, что мероприятия, планы, работа, вроде как руки на виду. В общем, от покрытия она отказываться совершенно не хотела и тянула до последнего. Но когда увидела, что ногти приобрели уже совсем нездоровый оттенок, она решила, что пора начинать действовать. Ей, конечно, было страшно. Многие думают, что это еще и больно, но на самом деле это не так. Это совершенно безопасно. По сути своей это банальное подстригание ногтей. То есть так как ноготь не соединен с тканями, с лоджией, соответственно, это не имеет никакой чувствительности. В общем, мы просто постригли ей ногти, но на нашем, на умном, на патологическом языке мы совершили зачистку. А теперь давайте немножко поговорим о том, почему же ноготь стал зеленым. Дело в том, что из-за того, что был карман, то есть пустота между ногтем и ногтевым ложем, туда присоединилась вторичная инфекция. Она называется псевдомония. Это заболевание ногтей, которое вызвано псевдомонами, бактериями. Развиваются они под искусственным материалом, в пространстве, где отсутствует кислород, влажно и есть источник питания, то есть клетки натурального ногтя. В общем, они кушают сам ноготь, получается. Заболевание проявляет себя изменением цвета от зеленого до серо-черного, протекает бессимптомно и не имеет запаха и не вызывает болевых ощущений. И это самое страшное. Мы все ведь мы думаем, что если не болит, то значит не опасно. А это в данном случае большое заблуждение. Ну а цвет – это продукты жизнедеятельности бактерий, сами они невидимы. По мере развития заболевания ноготь постепенно разрушается, и неизбежно приходит момент, если заболевание не лечить, конечно, когда патоген через ногтевое ложе попадает в кровь в результате заражения крови и сепсис. В общем, такие вот страшные слова, поэтому работать с этим нужно, решать проблему нужно обязательно. И, кстати говоря, бактерии в этом случае размножаются и развиваются с колоссальной скоростью, поэтому для развития болезни достаточно всего несколько дней. И от этого на самом деле никто не защищен, и ничто вас от этого не защитит, кроме того, что если вы обнаружили карман, он же анихолизис на своем ногте, пожалуйста, не закрывайте его покрытием, не пытайтесь это декорировать. Оно само никуда не денется, оно само не пройдет. Пока там есть пустота и благоприятная флора для развития бактерий, там это будет происходить. Ну а мы вернемся к самой зачистке. У нас тут целых 3 ноготочка подлежат работе. И здесь все банально просто. Нам нужно убрать нестабильную часть ногтя, ту, которая отсоединилась от ложа. Это точно не больно, это достаточно быстро, то есть буквально там 10-15 минут и вопрос решен. Конечно же, мы даем рекомендации на уход, контролируем клиента, ведем дистанционно фотоконтроль, интересуемся, спрашиваем, как дела. В общем, человек у нас не брошен, мы с ним работаем. Конечно, можно ее понять в такой ситуации, насколько ей было тяжело решиться, в принципе, на вот такие вот меры, потому что, видно, да, что она ходит с покрытием, ей нравятся красивые ногти, и тут вот раз и покрывать нельзя. И, кстати, да, по поводу покрытий. После зачистки многие спрашивают, а можно ли запротезировать ноготь? Ноготь после зачистки протезировать нельзя, потому что мы только что убрали с вами карман из натурального ногтя. Если мы обратно наращиваем или достраиваем кусочек ногтевой пластины, то мы снова создаем тот же самый карман, еще один, просто из искусственного покрытия. Это не имеет смысла, будет все то же самое, будет все сначала. Вот. Этой самой псевдомонии нужно сделать так, чтобы туда постоянно был доступ кислорода, света, чтобы там было сухо, в общем, чтобы там не было того, чего она так сильно любит, и все пройдет. Еще кое-какие небольшие рекомендации по уходу, которые, к сожалению, я не могу здесь озвучить, потому что у нас не образовательный канал, а развлекательный. А с вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. И не забывайте, берегите себя и свои ногти.